Наш коллектив сюда прибыл очень давно, еще в 1983 году. Ну, здесь было, мягко сказать, не совсем то, что соответствует понятию заповедника. По границам были знаки, а внутри заповедника ворох битого бутылочного стекла, баночного стекла, ржавые консервные банки, кострища, измазанные надписями склоны гор, крючья. Естественно, надо было как-то менять ситуацию. Началось все уже, можно сказать, очень давно, еще в 90-е годы. Как сюда мы попали. Значит, у меня отец художник, заслуженный художник Украины. И в те годы, 90-е, они получили здесь заказ в село Новокрасновка сделать культурный центр, где бы могли отдыхать жители. И они начали сотрудничать с председателем и сделали там прекрасное место отдыха, там каплычка, в общем, такое. И после этого сотрудничества им предложил председатель взять здесь и организовать дачный кооператив, чтобы художники могли отдыхать, наслаждаться природой, ходить на пленеры. И они получили здесь земли. По такому как бы доброму порыву обоюдному председатель посоветовал им. Ребята получили земли, здесь был организован кооператив «Палитра». И здесь молодые художники на земле отдыхали, набирались энергии, творили, в общем, и получали удовольствие. После этого земля была как бы покинута, и долгое время мы здесь не находились. А потом я занялся пчелами, и меня как бы само все это дело сюда привело. Здесь прекрасная для пчел среда обитания, чистая экология, заповедник очень много дает. И как бы меня сюда притянуло. Пчелы дали такой импульс, что я понял, что здесь надо находиться все больше и больше. Тут жила такая бабушка, она травами занималась на этой земле. И потом старики уже до 90 лет прожили и начали их дети отсюда забирать. И они мне предложили как бы не за дорого, как я считал, ну, за $2000 выкупить этот участок. И я с ними договорился, что половина я могу им отдать медом, а половина заплатить деньгами. И это, в общем, бабушки уехали, а я стал владельцем, примыкающая земля к нашему кооперативу, куда мы сейчас вот и пройдем. Здесь у меня на участке около 300 корней осталось, виноградники были колоссальные. Но рук не хватает, тут если восстановить вот это все до низа, колоссальные у дедушки были виноградники. Березы садил тоже художник, у нас еще живой, дедушка очень хороший, Юрий Степанович Кондратенко. Моего отца друг. Вот березы изначально, как они сюда приехали, посажены. Этим березам тоже около 30 лет. И мы когда сюда ходили, у нас колодцев не было, ничего такого не было. Так я молодой был, и вот речка проход, и мы с речки носили воду, когда помидоры садили. Можете себе представить, как красиво, когда они начинают здесь оживать. Это как бы заброшено. У меня в планах есть желание восстановить этот кооператив, потому как сейчас в Мариуполе Академия художеств существует. И если могут и студенты приезжать сюда, если им только тут организовать какую-то помощь посильную, то можно приезжать и ходить в заповедник рядом, природа шикарная, на пленеры, восстановить это все. То есть земля, она уже узаконена. Есть приказ, есть все документы нормативные. Чудеса. Садитесь за стол. Быстро. Передавайте привет всем. Ну, с открытием сезона, господа. Рад вас видеть. Всем по чуть-чуть. Вот так вот я вам скажу. А лепешечку? Так, дайте мне, пожалуйста, еще тарелочку нижнюю. У нас по традиции продолжается сотрудничество с художниками, с журналистами, с писателями. Но у нас есть дефицит в таких активных, молодых людях, потому что коммерциализация и
скрута сегодняшнего дня, она сыграла свою роль, и многие і вміють в серці те, що не вмирає, но они не всегда находят себе единомышленников. Была операция у жены, вот, по-женски, и врачи сказали, что не будет детей у нас. Мы с Серегой переговорили, у него жили пока одно время там, у нас были квартирные вопросы там. Вот, и так получилось, что мы сюда приехали, ну что, постарались, места силы все дали, приехали через год в роддом, а там нам говорят, уже не мы, говорят, а что вы, говорят, хоть бы на обследование приехали после вот этой группы операции. Вот, там, говорят, там уже приехали, у них такие обстоятельства. Много версий есть, якобы там скифы писали, какие-то там древние люди писали. На самом деле из надпись 19 века. Это есть такой архиепископ был, вернее, архиепископ Таврический, Херсонский и Екатеринославский Гавриил. В 1828 году он возвращался из Таганрога, остановился в Мангуше. Вот. Потом переночевал в Темрюке. Местные жители ему рассказали о таком удивительном явлении природы, как Писташские горы. Это там, где мы сейчас находимся. Вот. Он очень заинтересовался, человек был очень любознательный и захотел нас побывать. Вот. Его очень впечатлило это все. Вот. Он был просто восхищен этим видом, этими горами. Вот. И в честь его посещения местные жители купили вот эту вот надпись. Вот. Там есть трезубец, ну, как бы государственным символом Украины он не имеет никакого отношения. Вот. Это вот архиепископский посох, на нем был трезубец. Вот. И крест. На самом деле это якорь. Называется якорь-крест. А сейчас называется эта гора Острая. Есть еще другие названия у нее, в частности, Властелин. Как бы она из них получает как самая высокая, вот, и властвует над остальными горами. Вот над Лягушкой, там, где мы были, это вот горы, ну, опять же, название условное, чисто вот маски, потому что там при определенном освещении можно увидеть там лики людей. Вот, потом Витязь, вот посредине мы видим, вот, и панорамная гора. Вот открывается вид на Каратыш, на реку, которая там протекает. А это вот долина. Здесь вот пересохшая речка Каратюк. Ну, ее сейчас вообще не видно, она просто пересохла. А это водохранилище? Водохранилище за горами, мы сейчас его увидим. Ну, а надо отметить, что всегда охрана природы, наука, ну, как и образование, как и медицина, то есть это направление, они всегда финансировались по остаточному принципу. А если финансировались, то только сотрудники получали зарплату. Но давайте приведем это место сначала в божеский вид. Те, кто согласились на то, что они будут и дальше с нами сотрудничать, пошли вот на такой волонтерский подвиг. Мы, ну, то есть сотрудники заповедника, с первой зарплаты закупили ведра и отдали им. Это ваш пропускной билет. Вы тут находитесь, вы возвращаетесь назад с полным ведром. Ну, за 2-3 года более 150 ведер мелкого битого стекла, которые не все удалось собрать, потому что многое что позарастало. У нас как бы появился великолепный шанс, невзирая на то, что мы в таком пике, я имею в виду народ, государство. У нас возникла идея, почему бы не вернуться. Вот мое поколение, оно уже находится, так сказать, за гранью, ну, осени. А есть же ребята, которые уже состоялись, которые созрели, и уже надо что-то где-то делать, на что-то опираясь. Мы вот там сидели, пока вас ожидали, и решили, ну давайте вот хотя бы стартанем из того, что сделаем пленэр такой для художников, хотя бы 2 областей, Донецкой и Запорожской. Ну, пригласим некоторых художников, которые разъехались, потому что эти ребята, кто в Канаде, кто там в других странах, кто в Польше, кто в Киев переехал с Донецка в связи с событиями.
так и здесь хотим, чтобы, вернувшись вечером, художники вот там вот в охранной зоне, палаточном лагере, выставили свои работы, барды, которые собираются, там будут на вечерний свой фестиваль, смотрели эти работы. И когда темнота, так сказать, накрывала это все, там барды собирались и исполняли свои произведения. А с другой стороны, оно никогда не прерывалось. Мы создали казачье, мы возродили здесь казачье движение. На сегодняшний день, ну так уже случилось, что я руковожу координационным советом казаков Приазовья. Мы постоянно здесь проводим какие-то мероприятия, связанные с какими-то событиями. История нам рассказывает, что здесь были грандиозные, судьбоносные битвы, битва на Калке, которая предопределила почти 300-летнее иго, если мы рассматриваем в этом аспекте это событие. Казаки помнят его. Мы на сегодняшний день получили все-таки серьезный результат. С 93 года я пытался как-то расширить этот заповедник, потому что целинки вокруг уже есть, которые не входят в его площадь. Ну, не позволяли. И воспользовались одним моментом. И нам подсказали, правда, мы хотели именно заповедник расширить, а нам подсказали, ну давайте сделаем чуть-чуть ниже рангом природоохранный объект, но уже тогда его никто не тронет. Так получилось, что по мере работы в этом заповеднике нам начали в коллекцию попадаться разные артефакты. И по мере того, как их привозили, их взяли и положили. И так как они лежат, это хронология их поступления в коллекцию каменных могил. Когда-то я был привлечен к сбору таких вещей, работая в другом заповеднике, поэтому не новость была. Самое главное, надо было, чтобы люди их отдали. Особенно не просто было с каменными бабами, потому что они появились у людей и стояли вместо воротных столбов еще с древних времен, и деды не знали даже истории их появления в их подворьях. Данная фигура подчеркивает, что это был художник очень высокого класса. Если мы посмотрим, что мы здесь видим, то вы обратите внимание, ну, мы видим очень, во-первых, мощную фигуру, в отличие, вот там очень изящной. То есть подчеркивает то, что этот представитель, этот обожествленный, когда-то живший человек и являвшийся родоначальником рода какого-то, семьи какой-то, он был очень физически крепкий человек. Вот он ничего не делал, он просто эрозионный такой вот выветривание оставил. То что такое художник, да? Берет каменюку. Что такое скульптура? Убираешь все лишнее, оставляешь только, что нужно. Ну, так шутят художники. Вот он оставил это как кокетку такую на головном уборе. А здесь как диадема. Украшение. Это же надо в этом камне подсмотреть. Косички, да. Да. Это воин. Мужчины ж заплетали. Это шлем. Вы видите, он шлем, как четко видно, что это не просто головной убор, а это шлем. Вот такой вот. А это косички. Мужчины заплетали. «4 марта 2021 год. Заповедник Каменной могилы, усадьба. После выхода в степь делегации города Мариуполя, за чаепитием, обмениваясь впечатлениями, все участники пришли к выводу, что идею создания волонтерского клуба «Бештаж», друзей заповедника Каменной могилы, надо поддержать и считать
вот это чаепитие учредительным от этим собранием. Еще точно. И одному из участников этого собрания поручить написать протокол, потому что это уже история. Если Амир не будет возражать, я просил бы его это сделать. Протокол написать. Написать протокол учредительного собрания. А мы подпишем. Место, время, все самое. А мы подпишем. А вас задокументировать. Да, Потому и что прикрепить Это видео. ж был выход, вы снимали Серьезный. этот выход, вы его документировали. Это уже история. Вот этот этап, это очередной этап той спирали отношений к заповеднику Каменная могила.